Порой иногда некоторые игры привлекают наше внимание. Некоторые своим визуалом, некоторые своим сюжетом. Некоторые это могут сделать просто потому, что случайно попались вам на глаза, и вы решили со скуки глянуть на это. А некоторые просто говорят: поиграй в меня, и вы в это играете. Эта же игра для меня пришла только потому, что кое-какие люди увидели в моем видосе название этой игры и увидели слово «фури». Я же не знал, что это за игра, и сделал голосование о том, стоит ли играть в это или нет. Позже выяснится, что я все-таки начал играть в это. Ты еще кто? Ты еще кто, я спрашиваю? Я давно прошел эту игру на все концовки и получил столько ощущений, что просто писец. Я страдал от этой игры. Но эта игра внезапно показала мне то, чего я не ожидал. Поверьте, что этот обзор делан как для фурий, так и для тех, кто их ненавидит. Или просто боится, или просто не любит смотреть на антропоморфных животных. Потому что эта игра не про фурий. Всем привет, с вами Мистер Джек. И добро пожаловать на обзор Changed. Начнем с предисловия. Вам следует учитывать, что я буду говорить свою честную оценку и выскажу все об этой игре. Все. От плюсов до минусов. Хотя, казалось бы, игра по фури, что может быть там положительного? Но к этому мы еще вернемся. Так что, если вы не любите фурей, не уходите, подождите меня. В общем, просто знайте, что эта игра сделана одновременно, как для тех, кто любит фурей, и так и для тех, кто их ненавидит или просто их болит. Эта игра абсолютно для всех. По крайней мере, основной сюжет, а спешл мы не трогаем. Все важно, спешл мы не трогаем. Окей, начнем с сюжета. Вы человек, вы просыпаетесь в лаборатории, в закрытой камере. Походив по комнате, вы понимаете, что были похищены. После того, как вы нажмете на кнопку, вылезает внезапно белое существо. Отбежав назад, оно упадет в решетку, и теперь вы понимаете, что здесь уж точно небезопасно. Так игра отлично показывает то, через что вам придется пройти. Вы видите опасность, дальше вы будете видеть только беспорядок и ни одного человека. Игра отлично дает вам знать, что вы здесь полностью сами по себе. Единственный выход – это остерегаться любого существа. И для меня, как человека, который просто боится антропоморфных животных, просто видеть их реально, это настоящий хоррор. Выйдя на балкон, вы и вовсе увидите только руины заброшенного города. И вокруг осталось ни одного человека. Уф. От такой атмосферы игра не только становится хоррором, но вы понимаете, что это еще и постапокалипсис. Человечество мертво, и вирус начал убивать все человечество. И с мыслью о том, что вы единственный человек в лаборатории, с существами, которые хотят вас убить, вы понимаете, что, возможно, для вас и будущего нет. Драгонснов в первых же локациях сумел познакомить нас с его миром, будущими персонажами и сутью происходящего. И это отлично работает. Идя все дальше и дальше, вам будут встречаться разные опасности, и надежда на выживание гаснет все больше и больше. Вы узнаете, что единственное лекарство, которое создали в этой лаборатории, это вещество, которое скрестило ДНК человека и животного. Оно сделано из латекса, я про существ имею в виду. Однако, если эти штуки попадут на человека, то тот потеряет свою человечность и станет животным, которое уже не будет прежним. Но это спасет человека от смерти, и вирус не способен быть в таких же телах. Спустя много опасностей вы заходите в логово к черным латексам. С каждым шагом мы теряем надежду. Впереди лишь смерть. В конце мы и вовсе видим дракона. Пройдя испытание дракона, оно нас пропустит, уважая нашу стремительность к выживанию. Можно сразу понять, что существо мало-помалу, но разумно. Подойдя к дракону, оно ответит, что он монстр, а вирус пришел с севера. Задав вопрос о том, зачем
оставаться здесь, дракон скажет лишь собраться вместе, спасать людей. Когда чуть дальше вы падаете без сознания, потому что устали. Вы видите, как упавшему телу подходят существа, и в глазах темнеет. Вы чувствуете, что спите на чем-то мягком, и вы просыпаетесь. Вы проснулись. Рядом с вами еда, дерево и зеленая трава. Вы едите фрукты и плачете, тосковая по дому. Но вы теряете слезы, потому что вам нужно двигаться дальше. Ну как вам? Теперь вам действительно кажется, что эта игра только про фуры? Каким бы ни был ответ, я прекращу на этом говорить дальнейший сюжет. Но я расскажу по-другому. В игре есть 5 концовок. Я подразделяю их на внезапный и окончательный. Вы встретите Спура, он будет всячески вам в дальнейшем помогать в пути, и каждая концовка связана именно с ним. Если же вы будете использовать Пура как возможность выйти отсюда и больше ничего, он вас поглотит, сделав вас своим носителем и продлив себе жизнь. Ведь это единственный выход для него, чтобы спасти вас от вируса, и дальше вас ждет лишь смерть. Но этого можно избежать, просто говоря при любой возможности «спасибо». Простое человеческое спасибо. Вы ведете себя с ним, как с человеком, и тем самым становитесь друзьями и достигаете лучших концовок. Именно это и есть плюс игры. Эта игра не про фурей, а про тех, кто не любит или боится фурей, или что-то подобное. Можно сказать, что когда я играл в эту игру, я ощущал, что эта игра про меня. Я боюсь их, но они проявляют человеческие черты, и мне спокойнее. Эта игра аллегория на то, что происходит в реальности. Столкнувшись с фурями, мы идем несколькими путями. Вау, аж рифму заговорил, вау. Мы можем враждовать друг с другом, потому что те, кто ненавидит фурей, даже не считают их за людей. Мы можем предать людей и потерять своего друга. Или же нам может не нравиться фуры, но мы можем просто стать друзьями. Или же мы можем не стать фурами, но мы можем мирно разойтись, поняв, что мы друг другу не подходим как друзья. Или же вы тоже можете стать фурой. Сейчас я назвал вам аллегории, на которые ссылаются концовки. Последние 3 являются хорошими и уважают ваш выбор. Даже если вы не хотите быть фурой, тот, кто был с вами на протяжении всего пути, поймет это и отпустит вас. И будет ждать, когда вы наконец-то вернетесь и будете с ним общаться. Фура тоже проходит через трудности, как и вы, но он скорее пытается понять, куда ему идти. Можно сказать, что черный латекс и белый латекс — это олицетворение самого вида комьюнити фурей. Есть разумные существа и есть те, кто просто действует лишь на своих инстинктах, поглощая всех на своем пути. Это 2 фракции враждуют между собой, а человек лишь тот, кто может дополнить эту фракцию, улучшить ее или быть поглощенным ею. Есть еще особый вид существ, но это аллегория на особых личностей, которые тоже также пытаются поглотить человека в свою часть комьюнити. Но Пура помогает человеку. Он один из тех, кто уважает человека и его выбор. Поэтому он и защищает его, ведь он его друг. Доктор Кей же тут из-за последствий внешнего мира. Он олицетворение человека, который повидал все эти комьюнити. Он повидал и пережил все, что происходило. И поэтому он пытается сделать лекарство от вируса, которое поможет спасти человечество. Вирус – это своего рода ультиматум в нашем мире. Оно неизбежно толкает нас вперед по жизни, заставляя делать выбор. Но самое важное, что пока вы идете по пути, пока вам сложно делать выбор, и вы боитесь решить о том, что делать, игра вам четко дает вам понять, что делать, когда вы сохраняетесь. Не теряй надежды. Теперь перейдем к той части игры, которая просто приятна. Музыка. Музыка — это та часть игры, в которой игра не сильна, но она хорошо это делает в нужных местах. Всю музыку в этой игре написал и сотворил один человек. Он начинающий композитор, так что осуждать его не будем особо. Но он хорошо справился со своей задачей. Когда играет музыка, то она отлично подходит для ситуации. Да, в некоторых локациях нет музыки, и это не особый сильный минус игры. Фоновой музыки не хватает особо, но это лучше, чем ничего. Все-таки это инди-игра, которая делалась очень усердно.
Так что музыки тут достаточно. Вся музыка была сделана в стиле 8 бит. Это тоже приятно, когда вспоминаешь старые игры на Денди, которые отлично звучат. Black Goo Zone, то есть зона черной слизи, это первый саундтрек к локации, и он отлично дает настроение опасности. Вам нужно быть осторожным, и поэтому ноты иногда протяжны, будто ваше дыхание, пока вы проходите мимо всех этих существ. И эта мелодия не дает вам остановиться. Что же насчет белой слизи? Что ж, джунгли белых слизней, или же White Goo Jungle, идеально подходят для локаций. Эти белые слизни не подают даже и намека на человеческий разум. Они лишь хотят пожрать человека, вы ничего не знаете о них. И как только вы входите в их логово, вы ощущаете себя в пустом пространстве. Здесь куча опасностей, нужно быть начеку. И мелодия только и говорит: иди осторожно и не спеша. Мне нравится тема библиотеки, которая называется The Library. Это отличный пример того, как нужно делать локацию безопасной. Слушая ее, вы будто вспоминаете старые времена. Она отлично звучит, если ставить ностальгические моменты. От такого хочется даже плакать. Но когда музыка не играет в локациях, мы слышим лишь окружающую среду, которая успокаивает, но дает нам небольшой оттенок тревоги. Ведь даже в безопасном месте мы, может быть, не в безопасности. Итак, с локациями у нас все в порядке. А что же тогда у нас с врагами? О, когда вы спокойно идете по коридору и внезапно вы слышите это, вы сразу начинаете паниковать. И каждый раз, когда вы слышите эту тему и вы видите, как существа начинают трезво бегать за вами, адреналин в крови просто зашкаливает, вы бежите со всех ног, а музыка только от вас этого и ждет и говорит: беги! Беги! Окей, а что с боссами? О, они еще лучше. Как только вы встречаетесь с драконом, вы слышите настоящие мотивы, будто это босс из игры про рыцарей. Вы полны решимости. Но тема акулы — это что-то с чем-то. Вы видите его и сразу понимаете, насколько он мощный.
особенно вместе с его рычанием. Эта тема просто отлично работает как неожиданность. Тут тема босса совмещена с темой врагов, из-за которых у вас рефлексы и вы паникуете. Мне нравится даже вот эти вот мелодии, потому что там есть механика, на которой основаны эти звуки хлыста. И это тоже отлично работает. У вашего друга тоже есть собственная тема. Раз он разумный, то и тема должна звучать по-другому. Но мне больше всего нравится тема концовки. После всего, что вы прошли, вы получили хорошую концовку. Играет эта мелодия, означающая конец вашего пути. Графика проста и не стремится к идеалу. Это одна из таких игр, которые в основном для тех, кому нравятся определенные вещи, и для тех, кому важен сюжет. Все нарисовано в таком стиле, что ты ни с чем его не спутаешь. Я могу это описать такие чувства, как от оригинальной манги от One. У него тоже был незамысловатый стиль, но всем это понравилось. Мне также понравилось это, так что претензий к его рисункам я не имею. Если же вы считаете это убогим, то посмотрите на мои рисунки, они еще более убожественные. И я считаю это нормальным. Для первой игры это более чем нормально. Мне понравился дизайн персонажей. Их дизайн также объясняется сюжетом. Черт, да даже само название игры говорит о том, что вас ждет в этой игре. Претензий к графике нету. На этом, собственно, можно и уйти. Но что насчет геймплея? О, геймплей — это та самая часть игры, к которой я не хотел прикасаться. В игре присутствуют головоломки и даже куча врагов, но эта игра не позволит вам расслабиться ни на одну секунду и четко ставит вас на место. Вы либо ссыкло и ни хрена не получите сюжет, либо вы встретите все опасности на пути и пройдете дальше. Вы буквально полюбите одну клавишу F12, которая ловко и быстро позволит вам не смотреть на анимацию смерти. Игра также может потроллить вас некоторыми вещами, шутя про шутки, которые происходят в подобных инди-играх. Создатели знают, что вы будете проверять каждую вещь и тыкаться в нее, и поэтому разбросал самые смешные описания предметов.
Но также, если вы боитесь антропоморфных животных, то как только они вас увидят или вы сделаете один неверный шаг, тут же все враги начнут очень быстро бегать, и поскольку дать отпор вы не в состоянии, то и действовать вы должны скрытно. А когда вас заметили, вы должны моментально отреагировать и быть начеку, даже когда вы в опасности, потому что вам не дают расслабиться даже при погоне. Иногда игра делает то, чего не должно быть, так как это, наверное, баги. Например, уровень с летучими мышами. Вот остальные уровни, они, конечно же, сложные, но я хотя бы могу преодолеть это, потому что я вижу то, как построен уровень и куда мне нужно идти. Я вижу и понимаю тактику. Но этот уровень с летучими мышами работает совершенно по-другому, потому что каждый ваш шаг двигает летучих мышей в случайную сторону. Особенно раздражает еще и то, пока ты скользишь, летучие мыши будут двигаться, пока ты нажимаешь на клавишу передвижения. Из-за этого тебе придется нажимать аккуратно на клавиши, так, чтобы они не двинулись случайно на 2 или более клетки. Возможно, так и было задумано, но я так не думаю. Хотя, можно из этого бага сделать фичу и попытаться объяснить факт тем, что летучие мыши же с тобой играют. А значит, они будут делать шаг каждый раз, когда ты двигаешься. И пока ты скользишь, тебе не нужно двигаться, иначе они примут это как за попытку движения вперед. В любом случае, обратить на это внимание нужно. В битвах с боссами тоже нужна каждому своя тактика. Если же вы будете бездействовать в условных кат-сценах, то умрете. Dragon Snow ставит вас в такие ситуации, чтобы вы сами догадались, что нужно сделать. Например, не сидеть на месте, а выйти из шкафчика, или же не убежать в другую комнату, а спрятаться за деревом. Мне также понравилось то, что после одного босса Dragon Snow просто взял и через несколько комнат поставил следующего босса. Игра держит вас в постоянном напряжении, и у нее это отлично получается. Об истории разработки я найти информацию тупо не смог, но знаю, что у него есть Patreon. Поэтому можно предположить, что он просто один из тех людей, которые делают свои вещи ради того, чтобы просто угодить другим людям. Фуры же любят такие вещи, и поэтому поддержали его ради его рисунков. Хотел бы я так сказать. Но эта игра создавалась одним разработчиком несколько лет. Его история просто трогательная. Я не могу этого выдержать. Блять, сука, блять, зла мне тут, сука! Так сложно, блять. Это так, блять, грустно, сука, я сейчас заплачу, сука. Вы еще не знаете, вы еще ничего не знаете. Я не могу этого. Я не могу этого выдержать. Этот парень на полном серьезе рисует свои рисунки уже более 10 лет. И он это делает каждый день. Каждый, мать его, день. Он рисовал, и его постоянно, осуждали за его рисунки. Родителям были противны его рисунки и говорили заняться учебой в свободное время, а не рисовать. Он из бедной семьи, он поссорился с лучшим другом из-за того, что он был новичком в рисовании, и когда новичок нарисовал красивую картинку лучше, чем он этого не выдержал и начал пренебрежительно относиться к нему. Из-за этого он перестал с ним поддерживать связи, и он жалеет об этом. Ведь он столько лет рисует, и тут появился тот, кто рисует лучше него. Потому что его друг учился рисовать, в то время как Dragon Snow просто делал все сам. Ох, бля. У него диагностировали депрессию. После выхода игры он зашел на антифуры сайт, чтобы просто прочитать отзывы к игре. Было много злых комментариев, которые просто насмехались над его картинами, содержанием и усилиями. Сейчас ему трудно даже после всех оскорблений. Он продолжает рисовать и делать новую игру. Но каждый раз, когда он садится рисовать, он чувствует ненависть на себя. Все его усилия и время были лишь предметом для шуток. Это неправильно. Он страдал и плакал много раз, и я знаю это. Я хочу, чтобы прямо сейчас все, без исключения, любите вы Фури или нет, вы просто должны помочь ему и поддержать его. Напишите ему поддерживающие слова и проявите уважение к такому целеустремленному человеку. Если вы пожелаете сказать, что его рисунки отстой, то взгляните на мои рисунки. Я рисую хуже. Я не учился в художественной школе, как и он, возможно. Поэтому, если хотите посмеяться над ним, то вот мой Discord. И смейтесь надо мной, потому что я хуже.
Я просто буду ждать вас. Любая критика и оскорбление приму на себя. Хоть я и не фури, но глядя, как бесчеловечно ведут себя на форуме антифурей, мне хочется им стать. Я понял, что те люди, которые просто берут и оскорбляют других людей, которые делятся своим творчеством, полные идиоты. Я не люблю фурей, но и не оскорбляю их. Это их дела. Помните то, что вы должны быть людьми в первую очередь. Вы должны знать, что не стоит приписывать всю комьюнити плохим, если там есть хотя бы один человек плохой. Если я скажу, что все художники всех времен и народов плохие, потому что Гитлер был художником, вы станете ненавидеть все картины мира? Да нет, естественно. Если человек хороший, то он тоже должен иметь к себе такое же отношение, как и ко всем. Если он создал свою первую игру, и вы знаете, что на это были потрачены силы, время и средства, то относитесь к этому с уважением. Даже если вы видите эту игру в качестве игру для фурей, которым нужна лишь фетишистская игра, то вы частично правы. Ведь для этого есть Special Edition. Но основная игра подается совершенно с другой целью. Игры — это искусство. И Dragon Snow показал нам, что даже у такой игры может быть отличное искусство. Как насчет того, чтобы я отдал ключи от этой игры со Steam кому-то из вас? Вам просто нужно написать комментарий, хотя, возможно, не стоит, подождите. Раз уж я показал вам свой Discord, вот, можете взглянуть еще раз, то вы, каждый из вас, должен прислать мне в Discord видеоролик о том, что вы написали Dragon Snow о том, что он хорошо рисует. Естественно, на английском. Просто поддержите его словами, отправив на определенном сайте ему письмо. И этот сайт для фурей. Да, вам придется это сделать. Что ж, а когда вы это сделаете, я пришлю 3 случайным людям, которые написали мне в Discord, ключ от этой игры. И все. Вам просто нужно поддержать человека. И кому-то из вас останется эта игра. Абсолютно бесплатно. В подарок. И вот. С вами был Мистер Джек. Всем спасибо за внимание. Обращайтесь с людьми, как с людьми. Неважно, кто они такие. Если же все пойдет хорошо, что ж, буду этому очень рад. Давайте поможем Dragon Snow. Поможем ему поддержкой. Просто поддержите его словами. Этого будет достаточно. Можете это сделать и все. С вами был Мистер Джек. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и хорошего настроения. Всем пока.